Всем привет! Сегодняшнее видео прежде всего адресовано моим аспирантам и тем из магистров, которые заинтересованы в продолжении научной деятельности и публикации своих научных результатов. Да еще и таким образом, чтобы это была не просто галочка в отчете, а вклад в будущую научную карьеру. Примерно 12 лет назад, когда я только начинала публиковаться в международных научных журналах, я впервые столкнулась с тем, что в этой, казалось бы, возвышенной сфере деятельности есть много мошенников. Они предлагают вам опубликовать вашу работу в престижном журнале, разумеется, за деньги, которая потом оказывается абсолютным мусором. И я, и мои коллеги хотя бы раз в жизни попадали в такие ситуации. Сейчас российские ученые стали, конечно, гораздо более опытней, да и наши университеты дают нам конкретные рекомендации, где публиковаться, а где не стоит. Тем не менее, вопросов в этой области остается много. Например, как определить квартиль журнала, что такое показатели СНИП, что такое список Белла и так далее. Об этом мы сегодня и поговорим. Для тех, кто еще со мной не знаком, меня зовут Ратнер Светлана Валерьевна, я доктор экономических наук, преподаватель и ученый. В своих видео пытаюсь рассказать просто о сложном. Давайте начнем с того, что выбор журнала для публикации работы на самом деле это ситуация многокритериального выбора в условиях неполноты информации. Вам нужно одновременно иметь в виду как минимум три важных фактора. Это научный уровень журнала, стоимость публикации, так как большинство журналов так или иначе, много или мало, но тем не менее берут деньги за публикацию, и скорость публикации. Более того, высокий научный уровень журнала сам по себе еще не гарантирует вам широкое распространение вашей работы и, соответственно, ее цитирование. Поэтому данный критерий можно разбить еще на два. Чаще всего все вот эти вот обозначенные на картинке факторы разнонаправленные, и вам приходится делать выбор в пользу того или иного критерия в зависимости от ваших целей. Например, вы очень хотите опубликоваться в журнале высокого уровня бесплатно, но знаете, что это займет примерно год, а вам нужно отчитываться по гранту или по работе в аспирантуре. В этой ситуации приходится идти на компромисс и отдавать предпочтение тем журналам, где возможно сделать относительно быструю публикацию, скажем, за 2 или 3 месяца. Или наоборот, допустим, вы хотите опубликовать научную работу, которая станет краеугольным камнем вашей дальнейшей научной карьеры. Тогда предпочтение будет отдаваться журналам высокого уровня и, скорее всего, открытого доступа, без оглядки на то, как долго они будут держать вас в листе ожидания или сколько раундов рецензирования вам предстоит пройти. Если оценивать престижность журнала, то здесь существуют достаточно известные показатели, на которые нужно обращать внимание. Во-первых, это включенность журнала в различные научные базы. Для российских журналов это база РИНЦ, Российский индекс научного цитирования, и база ВАК, Высшей аттестационной комиссии, а также библиометрические показатели журнала, импакт-фактор, квартиль, процентиль и так далее. Кроме того, желательно поинтересоваться, не входит ли журнал в список Белла, то есть список мусорных или иногда говорят хищнических журналов, которые нарушают научную этику. Давайте разберемся со всеми этими критериями по порядку. Начнем с самого простого, с проверки данных о журнале в РИНЦ, Российском индексе научного цитирования. Для этого мы заходим на хорошо известный всем нам сайт eLibrary и в меню навигации слева выбираем раздел «Журналы». В самом первом поле для поиска вносим название журнала. Для примера у меня это уважаемый журнал «Экономическая политика». Мне выводятся все журналы, имеющие это словосочетание в названии, я выбираю нужный. Мне открывается страничка журнала с подробной информацией о нем. Пролистывая вниз, мы видим, что на данной страничке находится информация и о месте нахождения редакции, и о членах редколлегии, о системе рецензирования статей в этом журнале, специальностях, по которым журнал входит в список ВАК, и самое главное, включенность журнала в различные базы данных. Разумеется, РИНЦ, также ядро РИНЦ, Scopus и Web of Science. Кроме того, журнал включен еще в несколько международных
международных баз данных, которые менее популярны. В меню справа мы можем выбрать анализ публикационной активности журнала. Нажимаем и получаем еще одну страницу с количественными показателями журнала, число статей в год, количество выпусков в год, место журнала в рейтингах, а также распределение показателей по годам, включая такие наиболее информативные показатели, как процентиль и импакт-фактор. Если вы не понимаете, что значит данный показатель, то можете нажать знак подсказки, красненький вопросик, и появится описание этого показателя. Показателей много, в том числе немного дурацкие, типа среднего возраста авторов. Интересно, зачем это нужно. Но нас будет интересовать в основном именно импакт-фактор. Кроме того, чтобы анализировать цифры, мы также можем выбрать в навигационном меню опцию сравнения показателей журналов. И тогда у нас появится визуальный рейтинг всех российских журналов, включенных в РИНС, по убыванию значимости. Если мы ограничим область только экономическими науками, то получим предметный рейтинг. Вы можете видеть, что наиболее престижный журнал – это вопросы экономики, а интересующий меня журнал «Экономическая политика» находится на 13 месте, что тоже очень хорошо. И далее мы можем смотреть журналы в порядке убывания этого рейтинга. Прежде чем мы пойдем смотреть зарубежные системы с показателями журналов, давайте все же разберемся, что же это за непонятные слова: импакт-фактор, процентиль и квартиль. Все они относятся к так называемым библиометрическим показателям, довольно часто критикуемым, но все же единственным более или менее объективным измерителем научного вклада как отдельного ученого, так и журнала в целом. За введением этих показателей стоит довольно простая идея. Как нам оценить значимость научной публикации? В чем ее измерить? А давайте мы ее будем измерять в количестве цитирований. Логично? Вполне. По идее, чем больше цитируют данную публикацию, значит, тем чаще используют полученные в ней результаты. Конечно, бывает так, что публикацию цитируют и в негативном ключе. Скажем, вот такой-то ученый ошибся в своей теории или вычислениях. Но, тем не менее, такие случаи достаточно редки, и практически всегда, если публикацию цитируют, значит, полученные в ней результаты важны. Количество цитирований при таком распространении всяких баз знаний посчитать несложно, это делается автоматически. Дальше из показателя цитирования мы можем получить показатель импакт-фактора, как отношение процитированных статей из некоторого журнала к общему количеству статей, напечатанных в нем за какой-то период времени. Как правило, берут 2-3-летний период времени в зависимости от базы. Для того, чтобы определить квартиль, теперь все журналы, ранжированные по импакт-фактору, то есть выстроенные в ряд от большего к меньшему, мы делим на 4 части. Первая четверть журналов с наиболее высокими импакт-факторами попадает в первый квартиль, вторая четверть во второй и так далее. То есть получается, чем выше уровень квартиля, тем выше уровень журнала. В зарубежных базах квартиль обозначается буквой Q, в российской буквой К. Процентиль. Он выражается числом от 1 до 99 и показывает, какой процент журналов превосходит данные по определенному показателю. Как правило, по тому же самому импакт-фактору. Соответственно, журналы первых процентилей будут самыми престижными, журналы больших процентилей будут менее престижными. Хотя с процентилями надо быть осторожнее, потому что существуют разные методики расчета в разных базах, поэтому всегда уточняйте, какой процентиль считается лучшим. Для того, чтобы проверить показатели журнала по базе Scopus, мы можем воспользоваться системой Scientific Journal Rating или SJR. Она легко находится в любом поисковике. Заходя в нее, вы можете искать журналы по странам, областям знаний, но проще всего искать непосредственно по названию или номеру ICCN. Я специально заготовила название одного из журналов, в котором иногда публикуюсь – International Journal of Energy Economics and Policy. В
вношу его в поисковую строку и сразу его нахожу. Открывая страницу журнала, я вижу информацию об издательстве, об областях знаний, по которым журнал специализируется, индекс Хирша, еще одна очень популярная библиометрическая метрика, а также, что визуально очень удобно, вот такую шкалу с квартелем журнала за несколько лет, причем в разбивке по областям знаний. Первый квартель выделяется зеленым цветом, второй желтым, третий оранжевым и четвертый, самый низкий, бывает красным. Ниже можно посмотреть дополнительные показатели, которые также учитываются. Помимо квартеля и импакт-фактора в Scopus, последние годы в качестве основного библиометрического показателя часто используется так называемый SNP. Это более сложный расчет импакт-фактора, который учитывает разницу в цитировании статей в отдельных отраслях знаний. Чтобы его посмотреть, мы заходим вот на такой сайт, ссылки я приложу, и в поисковую строку вводим название журнала. У меня это все тот же самый International Journal of Energy Economics and Policy. Находим его показатель SNP, его можно еще посмотреть по годам. Динамика похожа на то, что мы с вами уже видели у этого журнала с квартелями. С российскими журналами распределение по квартелям найти, к сожалению, не так просто. Это отдельный список, и найти его можно только на официальном сайте ВАК. Здесь мы заходим в раздел «Документы», а уже оттуда в раздел «Рецензируемые издания». Как видите, здесь, во-первых, можно найти обновленный перечень журналов ВАК, что тоже полезно, потому что эта информация может еще не успеть обновиться в eLibrary. И ниже распределение журналов по квартелям. Формат этого документа не очень удобный. Сейчас мы откроем, вы увидите, что это просто табличка, в которой вы ищете интересующий вас журнал просто в алфавитном порядке и смотрите в колоночке справа его квартель. Что касается наукометрической базы Web of Science, то принцип разделения журнала на квартели там очень похож, но показать вам, как это проверить, я, к сожалению, сейчас не могу, потому что Web of Science закрыта и работа из России с ней невозможна. Перейдем теперь к списку Билла. В 2008 году американский библиотекарь и библиотековед Джеффери Билл выделил признаки недобросовестных или, как он их назвал, хищнических журналов и составил их первый список. Основная претензия к этим журналам – это то, что они не проводят настоящую процедуру научного рецензирования, то есть любая чушь за ваши деньги. Такая мысль, такой подход нашли отклик в сердцах многих ученых, и с тех пор список Билла постоянно обновляется. Более того, многие солидные университеты стали сами составлять для своих сотрудников списки недобросовестных журналов, в которых публиковаться не рекомендуется. Интересно, что такие журналы могут даже быть включены в Scopus и Web of Science, но, как правило, больше 1-2 лет они там не задерживаются. Очень важно не нарваться на такой журнал, потому что публикация в нем явно не будет способствовать росту вашей репутации. И просто потеряете время и деньги, когда, опубликовав статью, обнаружите, что буквально через несколько месяцев этот журнал вылетел из Scopus. Поэтому обратите внимание на те признаки, которые указаны на слайде. Как вы видите, часть из них можно проверить только на практике. Например, вы заранее не знаете, будет ли настоящее рецензирование у вашей статьи или ее возьмут практически без правок. Если это второй случай, то не спешите радоваться, а наоборот будьте осторожны. И часто такие журналы не имеют четкой специализации, и их название может звучать примерно так: International Journal of Science and Education, International Journal of Science and Technology, то есть обо всем. Грешат выпусков таких журналов чаще всего развивающие страны, например, Индия. Хотя запросто это могут быть и американские, и канадские, и китайские, и другие журналы. Еще один интересный момент. Если журнал только что появился в Scopus, то он может первые 1-2 года иметь очень высокий показатель, первый квартель, а со временем сильно его снизить, либо вообще вылететь из Scopus. Поэтому смотрите на историю, как изменяется квартель со временем. Если истории нет, то это тоже один из признаков для того, чтобы насторожиться.
Теперь давайте перейдем к другим критериям выбора журнала. Это скорость и стоимость. На что тут нужно обратить внимание? Хорошие журналы открыто публикуют эту информацию прямо у себя на сайте в описании для авторов. Если стоимости и скорости принятия статьи в описании у журнала нет, то это тоже может быть не очень хорошим признаком волюнтаризма или медленной работы редакции. Я бы не рекомендовала подаваться в журналы, у которых период от подачи статьи до ее принятия составляет более 100, ну максимум 120 дней. И также у которых не указана четкая фиксированная стоимость авторского взноса. Я бы рекомендовала отдавать предпочтение журналам открытого доступа, так как это повышает вероятность того, что вашу работу будут читать и цитировать. Кроме того, распространение знаний по модели открытого доступа в настоящее время считается справедливым подходом и хорошим тоном в науке. Ну и в заключение позвольте мне дать несколько советов из моего опыта. Все ученые пишут статьи не для того, чтобы их спрятать, положить на полочку, а для того, чтобы распространить новые знания, которые они с таким трудом получили. Желать своей статьи высоких цитирований – это не тщеславие, а нормальная и вполне здоровая вещь. Поэтому можно применить следующие подходы. В условиях прочих равных всегда выбирайте Open Access. Об этом я уже сказала. Выбирайте междисциплинарные журналы, так как это тоже повышает вероятность того, что вашу статью прочитают не только специалисты из вашей области, но и смежных. Выбирайте хорошо оформленные журналы. Любому читателю приятно читать хорошие оформленные тексты. Это тоже повышает вероятность и прочтения, и использования вашей статьи в будущем. Продумайте название. Хорошее, информативное и даже немного интригующее название – это всегда лучше, чем нечто безликое и понятное вам и только еще двум человекам, таким же, как и вы, на Земле. Кстати, есть интересное исследование зарубежных ученых о том, повышает ли смешное название статьи ее цитируемость. Спойлер, да, повышает. Я не призываю вас хохмить и шутить, но сделать название запоминающимся, почему бы и нет, это в наших силах. Сделайте максимально информативную аннотацию. Ее буду читать в первую очередь, поэтому сделайте ее интересной, интригующей, а не просто как в этой статье рассмотрены бла-бла-бла-бла. Раскрыта роль, бла-бла-бла. Закрыта роль, бла-бла-бла. Ну и последнее, разместите свою статью на ResearchGate. Это социальная сеть ученых, она создана специально для более быстрого и более беспрепятственного распространения знаний, поэтому даже если вы отдали свои права на статью издательству, вы можете все равно присылать этот текст людям в ответ на их личные запросы. Итак, я надеюсь, что публикационная стратегия стала для вас более понятной вещью. Если да, то поделитесь этим видео с тем, кому это может быть полезно. Давайте распространять настоящие научные знания вместе.